Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. Сегодня буду шить из квадратиков ткани. Я взяла два цвета, зеленый и красный, сложила их лицом к лицу и прошиваю по периметру, оставляя отверстие для выворачивания. Прошила, в начале и в конце строчки делала закрепочки, чтобы при выворачивании у меня не порвалась ткань. Обрезаю уголочки, чтобы они у меня были почетче после того, как я выверну. Ну и, соответственно, выворачиваю. Чтобы вывернуть уголочки, использую, вот у меня тут крючок просто для вязания. Ну, что-то тонкое, но при этом не острое сильно, чтобы вот не продрать эти уголки. Хорошенько отглаживаю свою заготовочку, и вот эти вот отверстия, где у меня припуски, тоже хорошенько заглаживаю. После отглаживания отстрачиваем полностью по периметру, во-первых, чтобы закрыть отверстие, а во-вторых, мне кажется, что лучше будет. Чуть-чуть квадрат получится. Я прострочила свой квадратик, и он у меня не один, а у меня их вот много, я их наделала. И что я делаю дальше? Я, значит, сложила в четверо бумажку и на уголке отмеряю по 3 сантиметра с каждой стороны, а потом соединяю эти точки. Мне нужен шаблон, чтобы мне не мучиться с измерениями постоянно. Обрезаю этот уголок и проклеиваю, ну, любым клеем. Вот у меня клеевой пистолет просто под рукой был. У меня получается вот 3 сантиметра и эта сторона 3 сантиметра. Теперь я беру свой квадратик и пользуюсь этим уголком как линейкой с уже готовыми размерами. Я отмечаю вот противоположные уголки на половине заготовленных квадратов. Теперь беру вот там такой, где у меня нет разметки этой, не отмечено, складываю со своим размеченным. Можно даже сколоть, ну, можно и просто сложить. И вот так вот строчу. Прострочила, беру следующий, там, где у меня есть разметка, складываю с этим, который у меня без разметки, и вот так вот опять строчу, соединяю уголочки. Я сделала вот по 6 квадратиков в ряду, несколько рядов. Теперь я буду сшивать между собой ряды. Точно так же я на одном ряду линию отмечаю, по которой мне надо будет прошивать. Девочки, согласитесь, что вот ничего сложного еще не делали. И дальше не будем, я вам обещаю. Теперь беру вот так вот, складываю их красными сторонами. Можно теперь уже даже сколоть. Я, кстати, в начале и в конце каждой строчки делала закрепочки, чтобы все у меня это держалось, не распарывалось. Выравниваем и уголочки, и краешки этих стороны квадратиков и скалываем. Кстати, вот я когда отстрочку делала, вот эту вот декоративную, и отверстие зашивала, я начинала, хотелось, конечно, с уголка, но я начинала все время откуда-нибудь из серединки, чтобы на уголках у меня потом не было обрезанных ниток и закрепок. Вот. И вот так вот прошиваю все по этим уголкам. Прошила, отмечаю на этом ряду уголки. Кстати, а вы не забыли поставить лайк и подписаться на мой канал? А потом складываю красными сторонами 2 ряда, скалываю и прошиваю. Скалывать, кстати, лучше 2 булавками. Сначала по одной стороне сориентироваться, потом по другой. Так будет лучше. Я, кстати, шью, вот не обрывая нитки, просто поднимаю лапку, переношу на следующий квадратик и дальше шью. Ну и следующим этапом я начинаю разглаживать свои красные уголочки. И смотрите, какая уже появляется неземная красота. Можно ведь и разного цвета, у меня только 2 цвета я использовала, а можно разного цвета, и получится еще затейливее, наверное, получится, потому что здесь только вот геометрическая красота, а получится еще плюс цветовая. После того, как я все отгладила, я теперь вот так вот, вот эти вот краешки застрочу прям вот подряд, вот так вот. Тут через один ряд получается. Один ряд вот так, следующий
так. То есть я вот этот ряд, и этот ряд, и этот ряд. Вот так вот. А потом перпендикулярные ряды, которые идут, застрочу. Ну вот то, о чем я говорила, что как я не обрезаю нитки, просто переставляю на нужный мне отрезок и строчу. Поднимаю лапку, опять переставляю, и следующий квадратик строчу. Легко и просто. А потом просто ниточки обрезать. Все пристрочила я свои красные квадратики. Теперь снимаю нитки. И посмотрите, я другую ткань подложила снизу. Уже совсем по-другому. Можно ведь и сумки делать, вставки из таких вот заготовочек. И подкладка, если даже будет проглядывать через эти дырочки, квадратики, будет очень красиво. Можно коврик сделать. Вот так вот приколоть булавками к ткани, к другой. И обработать все вместе, край, кромку, там, косой бейкой или чем это. Обратная сторона, смотрите, какая получилась. Тоже красиво. Ведь можно покрывало какое-то сделать, просто вообще без всяких вот. Оно получается очень даже получается. Мне прям нравится сегодняшняя моя работа. Если вам нравится, тоже пишите. Вот такая красота получилась, девчонки. Размер 50 на 70. Прям хоть на вылочку делай. Прям представьте, такое покрывало большое сделать. Самое главное, в любой момент можно закончить работу. Сделал вот такой кусок и отложил. Потом другие куски можно другого цвета делать. Вообще обалденно. Ажур прямо. Класс. А представьте шторку такую. Мне очень нравится самой. Сейчас я с той стороны. Вы знаете, я думаю, что можно и побольше квадратики делать, не обязательно по 10 сантиметров, можно и 12, и 15. Там просто посмотреть, сколько вот эти уголки отворачивать, чтобы дырки не очень большие были. И получится обалденное покрывало. Короче, мне нравится, получился просто крутяк. Если вам тоже нравится, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. И спасибо всем, кто досмотрел до конца.